Чертов будильник, пробормотал Марк, нащупывая телефон. Утреннее солнце проникало через щели в жалюзи, яркими лучами вырывая его из сна. 5 лет на этом острове, а он все еще не мог привыкнуть вставать с рассветом. Однако сегодня ранний подъем казался благом, день обещал быть особенным. После быстрого завтрака Марк проверил свое снаряжение, баллоны с воздухом, маску, ласты. Вода манила его, как всегда, предвещая новые открытия. Добравшись до своего любимого места для погружений, он ощутил, как утренний бриз играет с его выгоревшими волосами, а солоноватый запах океана наполнил его ноздри. Погружаясь, Марк почувствовал привычное облегчение, вода обнимала его, унося тревоги. Лучи солнца проникали сквозь толщу воды, играя светом и создавая причудливую игру теней. Рыбки мелькали в коралловых зарослях, сверкая всеми цветами радуги. Это место всегда казалось Марку спокойным убежищем. Но утренняя идиллия была прервана криками сверху. Туристы, стоявшие на берегу, размахивали руками и указывали в сторону старых рифов. В его голове моментально вспыхнула тревога. Такие сигналы редко предвещали что-то хорошее. Почти доплыв до указанного места, Марк услышал странный, тонкий звук. Он напоминал детский плач и заставил его сердце сжаться. Среди коралловых выступов метался маленький дельфиненок. Его бок был поцарапан, а движения хаотичны и отчаянны. Марк замер, чтобы не испугать малыша. Он знал, что дельфины понимают жесты и настроение. Подплывая ближе, он старался излучать спокойствие, мысленно проговаривая: «Все хорошо, малыш. Я здесь, чтобы помочь». Освобождение заняло несколько минут, но показалось вечностью. Марк аккуратно раздвигал кораллы, чтобы освободить дельфиненка, стараясь не навредить. Наконец, последний барьер был снят, и дельфин вырвался на свободу. Малыш закружился вокруг Марка, словно благодаря его. «Ну, плыви к маме», – пробормотал он, глядя, как серебристая тень исчезает в синеве. Но через несколько мгновений малыш вернулся. Его поведение изменилось, он словно пытался что-то сказать. Дельфин нырял, кружил и возвращался, как будто звал Марка за собой. Он издавал короткие писки, которые с каждым разом становились настойчивее. «Ладно, приятель, веди», – подумал Марк, проверяя остаток воздуха в баллоне. Путь занял не менее получаса. Малыш плыл быстро, временами возвращаясь, чтобы проверить, следует ли Марк за ним. Они оказались в небольшой бухте, где Марка ждал неприятный сюрприз. У входа покачивалось старое рыбацкое судно. В этих водах промысел был запрещен, это заповедная зона. Он заметил огромные сети, опущенные в воду, а также редкие виды рыб, бьющихся в плену. Но его внимание привлекло что-то другое. В сетях, судорожно дергаясь, застряла взрослая самка дельфина. Это была мать дельфиненка, и теперь стало понятно, почему малыш так отчаянно звал на помощь. Марк вытащил нож и медленно приблизился. Малыш кружился рядом, издавая успокаивающие звуки, словно подбадривал мать. Каждый взмах ножа был точен, он не мог рисковать, ведь одно неверное движение могло поранить самку. Прошла вечность, прежде чем самка освободилась. Она на мгновение остановилась, легонько коснувшись Марка носом, будто благодаря его. Затем вместе с детенышем она уплыла вглубь океана. Марк вынырнул на поверхность, чтобы отдышаться. Но дело не было закончено. Он заметил движение на судне и понял, что нужно срочно действовать. Говорит дайвер Марк Хендерсон. В бухте Тихих камней обнаружено браконьерское судно. Он передал координаты в береговую охрану. Ответом было обещание прибыть через 20 минут. Ожидание показалось вечностью. Марк снова погрузился в воду, чтобы проверить сети. В них по-прежнему оставались морские обитатели, молодые скаты, редкие виды рыб. Его руки дрожали от усталости, но он не мог бросить их. Когда раздался рев моторов, Марк вынырнул. Береговая охрана окружила браконьеров, взяв их с поличным. Уставший, но удовлетворенный, он наблюдал, как браконьеры пытались оправдаться, пока их судно тщательно обыскивали. Вечером, сидя на веранде с чашкой чая, Марк смотрел на океан. Он думал о семье дельфинов, которые теперь свободны. В телефоне пришло сообщение от береговой охраны, арест браконьеров помог раскрыть сеть нелегального промысла. «Неплохой день», — усмехнулся Марк. Усталость наваливалась, но внутри было тепло. Завтра его снова ждет океан.
И, возможно, еще одна история, которую предстоит написать.